Вентиляция погреба и борьба с конденсатом. Здравствуйте. Система вентиляции погреба направлена на одновременное поддержание заданных температуры и влажности воздуха. Поэтому рассматривать следует сразу весь комплекс мероприятий, а не рассуждать об одном параметре микроклимата в отрыве от остальных. Первое. Температура в погребе. Если мы ведем разговор о классическом отдельно стоящем подземном погребе, то овощи лучше всего хранятся при температуре от +1 до +3 градусов по Цельсию, как в обычном бытовом холодильнике. Но если у вас будет +5 градусов по Цельсию, то это тоже очень хороший результат. Само собой, что погреб не должен подвергаться заморозке, поэтому сверху строения должен располагаться слой грунта, больший, чем глубина промерзания в данной местности. Где-то это 80 см, а где-то 2 метра и даже более. Если зарыть бункер на такую глубину не удается, например, вам лень или на участке высокий уровень грунтовых вод, то нужно строить наземную или полуназемную конструкцию и обваловать погреб все тем же слоем грунта или использовать теплоизоляционные материалы. Лучше всего утеплять экструдированным пенополистиролом, поскольку у него очень низкий параметр влагопоглощения, а значит он не теряет своих теплоизоляционных качеств при намокании. Идеально, если все стены, пол и потолок погреба полностью зарыты в грунт, который, начиная с определенной глубины, имеет круглогодично стабильную температуру. В моем регионе это +10 градусов по Цельсию. Соответственно, круглогодичная температура воздуха в погребе, если его просто зарыть на глубину и не открывать крышку, тоже будет +10 градусов по Цельсию. Исключением может быть жаркое лето, при котором грунт над вашим помещением может прогреваться на солнышке и несколько изменить климат внутри. Поэтому в жарких регионах часто строят над помещением погреба навес или сажают дерево с тенистой кроной. Этих сезонных изменений можно частично избежать, заглубив строение еще на дополнительные 2 метра или более, но не всегда это решение будет рациональным. А как же тогда добиваются желаемой менее чем +10 градусов по Цельсию температуры в погребе? Понизить температуру в зарытом помещении можно только зимой с помощью системы вентиляции, загоняя в подземное сооружение морозный воздух. Правда, некоторые дяди устраивают приток наружного воздуха через так называемый грунтовой теплообменник, зарывая воздуховоды с большой площадью поверхности в грунт, но то их личные тараканы. Мало того, что такая подача воздуха возможна только с использованием вентилятора, так еще зимой на входе в погреб мы получаем более теплый воздух. Вы уж определитесь, мы охлаждаем погреб или его нагреваем. Конечно же, все зависит от ваших задач. Дивиденды от такого грунтового теплообменника можно получить только летом, когда действительно система начинает охлаждать, и без того горячий приточный наружный воздух. Только учтите, что охлаждаясь в слое грунта, теплый летний воздух с большим влагосодержанием будет очень интенсивно и в приличных объемах конденсироваться, а значит нужно еще решать проблемы с отводом дренажа из воздуховодов и воды из помещения погреба в целом. А вообще привыкайте к мысли, что летом температура в погребе всегда будет выше, чем зимой. Вопрос только насколько и каковы ваши цели. Учитесь рационально тратить время и реже открывать погреб. На севере часто открывали погреб только аж весной, иначе могло все замерзнуть. Хотя многое было решаемо конструктивно, но было материально более затратно. В холодных районах отдельно стоящие погреба дополнительно утепляли зимой сеном или чем-то подобным. И если погреб долго был зарыт, то сначала его нужно проветрить от возможного высокого содержания углекислого газа, а лишь затем пытаться туда проникать. В противном случае можно умереть от овощей, даже их не попробовав, поэтому обязательно нужен федающий напарник сверху. Одному входить в погреб после длительного перерыва нельзя. Второе. Влажность в погребе. Оптимальная влажность воздуха для хранения овощей в погребе обычно колеблется в пределах от 85 до 95%. Давайте предположим, что у нас есть хороший погреб с температурой +3 градусов по Цельсию и относительной влажностью воздуха 90%. Отметим сразу, что влажный воздух – это смесь сухого воздуха и водяного пара. Давайте теперь познакомимся с параметром влагосодержания, который будет отображать количество водяного пара в килограмме сухого воздуха. Если простыми словами, то мы сейчас определим, сколько реально воды содержится в каждом килограмме воздуха. Для этого посмотрим на ИД-диаграмму, с которой, зная хотя бы два из параметров воздуха, можно определить остальные. Подобные диаграммы можно скачать или даже использовать одноименные калькуляторы для более точных вычислений. Первый параметр – температура +3 градусов по Цельсию.
красная прямая. Второй – относительная влажность 90%, синяя кривая. На пересечении этих линий наша точка 1, которая отображает параметры нашего воздуха в погребе. Чтобы узнать абсолютное значение влагосодержания воздуха в погребе, нужно от точки 1 опустить вертикальную зеленую прямую и посмотреть параметр D. В нашем случае вышло более 4 грамм влаги в килограмме сухого воздуха. А теперь представим, что у нас не очень, но тоже приличный погреб с температурой воздуха плюс 7 градусов по Цельсию и относительной влажностью 80%. Находим по тому же алгоритму на пересечении нужных линий точку 2. Опуская от этой точки прямую вниз, видим, что влагосодержание составит около 5 грамм на килограмм сухого воздуха. Представляете? Относительная влажность меньше, чем в первом случае, а реальное содержание воды в воздухе внутри погреба больше. Ничего удивительного, ведь именно показатель влагосодержания есть абсолютное значение. И только он покажет, где больше водяного пара в массовой единице сухого воздуха. А теперь определим влагосодержание морозного зимнего воздуха, которым мы планируем понижать температуру погреба. Пусть это будет точка 3. Его параметры в моем регионе следующие. Температура минус 7 градусов по Цельсию, относительная влажность 80%. В моем регионе зимой средний показатель влагосодержания составит примерно 1,8 грамма на килограмм сухого воздуха. Видите, насколько зимний воздух с улицы суше, чем тот, что в погребе. Далее представим, что этот воздух с относительной влажностью 80% попадает в относительно теплый погреб и нагревается с показателем минус 7 градусов по Цельсию до плюс 3. Для этого проводим от точки 3 вертикальную линию вверх, это процесс нагревания, до нужного температурного значения, плюс 3 градуса по Цельсию. Обратили внимание, какой показатель относительной влажности получился в этом месте? Менее 40%. Представляете, просто нагрев воздух на 10 градусов, его относительная влажность упала более чем в 2 раза. А ведь это все тот же воздух, и влаги в нем осталось столько же. Об этом как раз и говорит абсолютный показатель его влагосодержания. В реальности воздух с улицы помимо нагревания еще и увлажняется или осушается, поэтому зимой сей процесс на диаграмме будет выглядеть не как вертикальная линия, а как линия, которая соединяет точки 3 и точку 1. Или же как линия, соединяющая точки 3 и 2, если бы погреб был менее правильным для хранения овощей. Запомните, общепринятый показатель относительной влажности воздуха в погребе всегда следует рассматривать относительно иных параметров, например, температуры. Сам по себе он малоинформативен и даже вреден. Резюмируем. Все, что вам нужно запомнить, это то, что зимой морозный воздух будет сушить наш погреб, поскольку у него меньшее абсолютное влагосодержание, нежели воздух внутри погреба. Именно по этой причине гидроизоляцию стен погреба обычно не выполняют, ведь нам наоборот нужно будет компенсировать часть влаги, удаляемую зимой системой вентиляции. В противном случае система вентиляции зимой высушит внутренний воздух до нельзя. Отсюда вывод. Лучший пол для классического погреба – земляной и влажный. Вообще, если в месте постройки погреба нет высокого уровня грунтовых вод, не бывает весенних подтоплений и на участке не бьют родниковые ключи, то выполнять гидроизоляцию для погреба даже вредно. Ну и ради спортивного интереса давайте точкой 4 на диаграмме обозначим параметры летнего внешнего воздуха. Его параметры в моем регионе следующие. Температура плюс 29 градусов по Цельсию, относительная влажность 65%. Это самый влажный июль месяц, а не средние за лето показатели. Обозначим состояние наружного июльского воздуха точкой 4. Теперь представим, что этот воздух будет попадать в погреб и станет охлаждаться, поскольку внутри холоднее, чем снаружи. Для этого опускаем на диаграмме вертикальную прямую до пересечения с кривой влажности 100%. Это процесс охлаждения, и ставим там точку X. Если продлим линию дальше, то определим параметр влагосодержания, и он будет более 16 грамм на килограмм сухого воздуха. Но в данной условно конечной точке процесса X воздух вберет в себя максимально возможное количество водяного пара, и это произойдет примерно при температуре плюс 21,7 градуса. Это так называемая точка росы для наружного летнего воздуха. Ниже этой кривой с влажностью 100% даже график на диаграмме отсутствует. А это значит, что если данный воздух будет соприкасаться с любым предметом, температура которого 21,7 градусов по Цельсию или менее, то влага начнет конденсироваться на его относительно холодных поверхностях.
Конечно, часть влаги впитают стены, еще часть удалится вытяжной трубой. В конце концов, внешний летний воздух смешается с более сухим внутренним, и реальная точка росы сместится на пару-тройку градусов. Но если температура стен и потолка погреба будет намного меньше, то лишняя влага обязательно начнет стекать на пол ручьями. И тут очень важно заглянуть в календарь и разобраться в причине появления влаги в погребе, а не пытаться срочно ставить вентилятор. Согласитесь, что измерить температуру и влажность воздуха снаружи и внутри погреба несложно. Затем по ИД-диаграмме определить абсолютное влагосодержание внутри и снаружи тоже реально. Разница этих показателей и будет показывать, сколько влаги придет в погреб с каждым килограммом воздуха. Или уйдет, если это зима. Разница влагосодержания летнего наружного воздуха и воздуха внутри погреба часто составит более 5 грамм на килограмм сухого воздуха. А теперь представьте, что мы купили вентилятор на 90 кубов в час и поставили его в нашу систему. С учетом плотности воздуха мы будем летом загонять в погреб примерно 500-600 грамм в час. С тем же успехом можно каждый день выливать в овощехранилище ведро воды. Ну как тут погреб не заплачет-то? Конечно, подземный погреб имеет малую тепловую и влажностную инерцию, и проблема проявляется далеко не сразу. К тому же температура погреба летом поднимается постепенно, а для регионов с коротким летом, возможно, даже влажность и температура особо не успеет вырасти, как на улице опять начнет холодать. А ведь чем ниже температура воздуха в погребе летом, тем более выраженной станет проблема с конденсатом при прочих равных. Но главное, что нужно понимать, это чем меньше воздухообмен летом, тем меньшая температура и влажность будут в помещении погреба. А еще, когда вы закладываете большой объем относительно теплых корнеплодов в холодный погреб, то влага из овощей начинает активно испаряться и тоже может конденсироваться на стенках помещения. Хорошо, а как же тогда быть, если нам все-таки нужно понизить влажность в погребе летом? Ведь принудительная вентиляция наружным воздухом только увеличит ее уровень. Для этого наши предки зажигали свечи на полу погреба и локально прогревали воздух. Мы же помним, что горячий воздух может вместить больше влаги. Воздух при нагревании впитывает окружающую его влагу как губка. Затем в эту область заводится вытяжная труба, например, через открытую дверь погреба, и более горячий воздух удаляется благодаря естественной тяге. Можно использовать штатную вытяжную трубу, только нужно опустить ее вытяжной конец ближе к горячему воздуху в район горящей свечи. Можно даже использовать для этих целей приточную трубу, временно делая ее вытяжной. И чем выше вы сможете нагреть воздух в помещении, тем больше будет тяга. И тем больше влаги вы сможете из погреба удалить наружу. Поэтому, если нужно просушить, то опустите в погреб калорифер, а результаты его работы померьте термометром и гигрометром, а ИД-диаграмма вам поможет контролировать процесс. Третье. Погреб при высоком уровне грунтовых вод. Лучше всего не строить погреб ниже уровня залегания грунтовых вод, а сделать его наземным и обсыпать в дальнейшем холмом земли, чтобы там ничего не замерзло. Учтите, что даже в пределах нескольких метров геология участка может быть абсолютно разная. Под землей есть нерегулируемые течения и даже бьют ключи. Но если же вы решили строить заглубленный погреб в таких условиях, то нужна будет грамотная гидроизоляция, которую вряд ли возможно соорудить из рулонных или битумных материалов своими руками. Обычно вода все же дырочку находит. Если это временное явление, например, вода поступает в виде весеннего паводка, то обязательно пол в погребе нужно делать с уклоном в дренажный приямок, а уже оттуда выкачивать лишнюю воду насосом. Но если грунты окажутся к вам менее благосклонными, влага будет регулярно попадать в погреб, что неизбежно приведет к чрезмерному повышению уровня влажности и не только. Еще может оказаться, что откачкой воды из приямка вы промоете некий канал, по которому в дальнейшем будет постоянно сочиться вода, и будете продолжать вымывать породу, что повлечет за собой проседание строения в целом. И не дай бог такой погреб будет близко к дому, а то ведь можно и крова лишиться. Подумайте многократно, прежде чем участвовать в подобной авантюре. В любом случае, погреб, в который регулярно сочится вода, будет непригоден к полноценному использованию. И нужно будет уже использовать стенки герметичной конструкции, например, пластиковые или стальные емкости. Они продаются уже готовыми, их удобно монтировать своими руками даже без спецтехники. Только следует помнить, что они себя в грунте будут вести как поплавок в воде. И чтобы они не всплывали по весне, их нужно крепить к бетонной подушке приличного объема. А еще в подобных погребах будет всегда недостаточная влажность, и корнеплоды без дополнительного увлажнения будут там вянуть и даже высыхать.
И скорее всего эти псевдопогреба будут в виде вертикальной цилиндрической конструкции, которая менее удобная, чем кубическая в эксплуатации, хоть и несколько дешевле. Все это потому, что круг более равномерно воспринимает внешние нагрузки, чем квадрат, а стало быть, его стенки можно сделать тоньше при прочих равных. А еще обычно подобные погреба имеют очень неудобную входную группу в виде узкой относительно короткой горловины. И если вы захотите его зарыть поглубже, чтобы хранилище стало холоднее, то вход-выход из такого строения будут настоящим квестом. Чтобы загрузить-выгрузить мешок с картошкой, нужно будет спускать-поднимать его сверху по веревке, ибо человек с баулом в руках не протиснется в проход. А за хранение в ящиках я даже и говорить не хочу. Желательно, находясь в таком погребе, иметь напарника сверху. В остальном же, если не пугают возможные строительные объемы, неудобный формат пользования и отсутствие достаточной влажности, то можно действительно получить нечто похожее на большой холодильник с системой No Frost. Четвертое. Вентиляция погреба и не только. Давайте сразу обозначим, что вентиляция как с естественным, так и с механическим способами побуждения работает только если есть и приток, и вытяжка. Сколько воздуха приходит в погреб, столько его должно и уйти. Если в погребе, лишенном приточной вентиляции, будет постоянно трудиться вытяжной вентилятор, то он только создаст вакуум в помещении. Давление воздуха здесь будет как в горах, вода будет кипеть при меньшей температуре, а продукты будут вариться дольше. Возможно, любителям белого и голубого чаев будет удобнее заваривать его в кипящей при плюс 90 градусах по Цельсию водой, но в целом временное нахождение в такой среде может негативно оказаться на самочувствии человека. К тому же вентиляции в погребе не будет от слова совсем. Или другой вариант, когда мы ставим только приточный вентилятор в погреб, где отсутствует вытяжной канал. Тогда в помещении создается зона повышенного давления. Такая среда поможет готовить продукты быстрее, но скороварку она вряд ли заменит, а внутренние ощущения могут восприниматься как ныряние на глубину. А вентиляции по-прежнему не будет, чудес не бывает. В жилых зданиях, например, квартирах, в роли вытяжной вентиляции с естественным побуждением выступают вентканалы в санузле и кухне, а приточный воздух организован через неплотности в окнах и рамах. И именно поэтому современные герметичные металлопластиковые окна запрещены в жилом строительстве без использования приточных клапанов. Но мы же не дураки, мы всегда закрываем эти клапана ватой, если нет денег поменять окна на нормальные, из которых не дует. И в самом деле, зачем нам вентиляция и здоровые дети? Атовизм чистой воды. Но вернемся к теме. Если в помещении погреба заложена только одна вентиляционная труба, то в качестве второй может выступать входная дверь или лаз. Это не есть ошибкой для отдельно стоящих погребов, если только дверь останется не герметичной и она будет являться прямым выходом на улицу. И еще, вентиляция погреба с использованием вентилятора будет работать всегда. Просто обеспечьте в помещении два канала, приточный и вытяжной, вставьте вентилятор в любой из них и подавайте воздух в любом из направлений. Тут ошибиться сложно, поэтому в дальнейшем будем рассматривать вентиляцию погреба только с естественным побуждением. Итак, давайте примем самую популярную в YouTube и в жизни схему вентиляции погреба. Приточная труба опущена ближе к полу, вытяжная труба под самым потолком и максимально высокая. Сразу оговорюсь, что наши предки часто зимой приподнимали приточную трубу повыше от пола, чтобы не обморозить наружным воздухом овощи, лежащие рядом. Чтобы посчитать давление в паскалях, которое будет создаваться в вытяжной трубе погреба, обычно используют следующую формулу. Нужно умножить величину ускорения свободного падения на высоту трубы в метрах и на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха. Под высотой трубы следует понимать разность отметок между точкой выброса воздуха на улицу, это центр оголовка вытяжной трубы, и точкой забора с улицы приточного воздуха, центр заборной решетки. Поэтому обычно стараются максимально поднять вытяжную трубу, если тяга нужна больше. Зависимость прямая. Есть еще местные сопротивления, которые препятствуют силе нашего воздухообмена в виде поворотов, решеток и горизонтальных участков воздуховодов. Но даже при всем при этом нам не обязательно уметь считать по этой формуле. Достаточно обратить внимание, что один из множителей, который в скобках, это разность плотностей наружного и внутреннего воздуха, и посмотреть, с каким знаком она получилась, плюс или минус.
Плотность воздуха зависит от температуры, а значит и перемещение воздушных масс возможно только от зоны повышенного давления в зону меньшего давления или от воздуха с большей температурой к воздуху с меньшей. Иными словами, пока температура в погребе будет меньше, чем на улице, тяга будет иметь отрицательное значение, и перемещение воздуха по вытяжной трубе из помещения наружу будет физически невозможным. Классическая работа вытяжной вентиляции погреба возможна только зимой, когда температура наружного воздуха станет около нулевой или отрицательной. И само собой, что чем больше сечение воздуховодов, тем больше воздухообмен будет возможен. Не экономьте на этом, излишнюю тягу можно всегда прикрыть или укоротить вытяжную трубу. Ну а далее все тот же принцип. Если зимой воздух удаляется из помещения, то там образуется зона пониженного давления или вакуум. А стало быть, воздух из зоны более высокого давления, в данном случае это улицы, через приточную, но короткую трубу с низким гидравлическим сопротивлением проникает внутрь погреба с относительно разряженным воздухом. Именно по такому принципу, благодаря естественному побуждению, происходит воздухообмен в помещении погреба, и возможен он только в холодный период года. Все вышеизложенное применимо для классических отдельно стоящих подземных погребов. А как быть, если наш погреб под крышей дома, сарая или иного навеса? В таком случае вытяжную трубу следует выводить по тем же правилам, что и дымоход в доме, по следующей схеме. Если воздуховод проходит через конек крыши или отдален от него не более чем на 1,5 метра, то верх трубы поднимаем на 50 см выше уровня конька. Если воздуховод отдален от конька крыши по горизонтали на расстоянии от 1,5 до 3 метров, то верх воздуховода сооружаем на уровне конька. Если воздуховод отдален от конька крыши по горизонтали более чем на 3 метра, то верх воздуховода располагаем в диапазоне не выше уровня конька и не ниже условной линии, проведенной от конька в сторону воздуховода под углом 10 градусов вниз по отношению к горизонту. А если же вытяжной воздуховод вашего погреба находится рядом со сторонним сооружением, то его оголовок должен быть выше на 50 см, чем условная зона ветрового подпора. А еще нельзя располагать оголовок вытяжной трубы в зоне аэродинамической тени от рядом стоящих высоких зданий. И не слушайте тех, кто рассказывает, что ветер задувает воздуховод с какой-то там из сторон и тому подобную ересь. Там совершенно иная логика. Чем выше скорость потока, например ветра, тем меньше давление. И воздух автоматически передвигается из зоны повышенного давления в зону пониженного. Так вот, если расположить оголовок вытяжного воздуховода, как показано на схеме, то он автоматически окажется в зоне пониженного давления. И чем выше будет скорость ветра, тем ниже будет это давление, а соответственно и плотность воздуха в этой зоне. А раз плотность воздуха еще больше уменьшилась, то и разность давлений, вызывающих движение воздуха по вытяжной трубе из погреба, тоже возрастает. По этому же принципу работает дефлектор, а также возникает подъемная сила у крыла самолета. По той же причине ветром срывает шифер с поверхности кровли или даже всю крышу целиком. И раньше крыши срывало чаще, пока не додумались обустраивать слуховые окна. Но это совсем иная тема. Подобные опыты обычно проводят в аэродинамической трубе. Но если вы желаете увлекательных и полезных развлечений, то можно приобрести микроманометр и исследовать эти зоны пониженного или повышенного давления в натуральную величину прямо на своем участке. Хорошо, а как все это работает летом? В теплый период года все гораздо сложнее и может быть даже немного наоборот. Часто все движется в обратном направлении, например, когда сушат свечой. Помните нашу формулу и что будет, если температура в погребе окажется ниже, чем на улице? Наша отрицательная сила тяги будет способствовать движению воздуха в обратном направлении, не вверх, а вниз. И если наш воздуховод окажется с низким гидравлическим сопротивлением, чему способствует его относительно большая площадь сечения, гладкие стенки, отсутствие отводов и резких ответвлений, то некогда вытяжная труба зимой вполне может летом стать приточной, даже без свечи. А если над помещением погреба расположена некая постройка и оголовок вытяжной трубы размещен в зоне пониженного давления, то сила, которая направляет движение воздуха по зимней схеме, может оказаться более значимой, даже летом. И какая из этих разнонаправленных сил окажется большей, туда и будет дуть в нашей вытяжной трубе. А если на оголовке установлен дефлектор, то у нас будет еще больше шансов, что вытяжная зимняя труба погреба
останется таковой и летом, и так далее. Короче, каждый случай индивидуален. Но даже если звезды сойдутся и в вашем случае летом будет некое движение воздуха в любую из сторон, то рассчитывать на большой сквозняк не придется. Обычно движение воздуха в погребе летом ощущается на уровне религии. Нужно только поверить. Давайте все же немного побудем оптимистами и представим, что мы все-таки обеспечили летом очень хорошую вентиляцию погреба с естественным побуждением. А так ли нужна вентиляция погреба летом? Помните величины параметров летнего воздуха на ID-диаграмме? Если зимой хороший воздухообмен помогал охлаждать воздух и немного его сушил, то летом он будет только нагревать и увлажнять погреб вплоть до выпадения конденсата. Может, тогда лучше свести к минимуму приток воздуха летом? Почему-то люди обычно летом видят капли, чаще всего на потолке погреба, и приходят к авторитетному, безапелляционному и однозначному выводу: плохая вентиляция. Скажите, кто задал этот устойчивый тренд на глупость? Почему все поголовно выключают свой мозг? Подобные ролики снимают или неучи, или мошенники. Одни героически увеличивают высоту вытяжной трубы, другие находят панацею в использовании дефлектора, третьи уповают на установку вентилятора и так далее. Почему просто не показать температуру и уровень относительной влажности в погребе до и после экспериментов? Неужели так трудно понять, что проблема только усугубляется? Но нет же. Если вентилятор не помог, то нужно делать гидроизоляцию и еще немного зарыть лишних денег. Видели таких блогеров? Хотите сделать так же? Я не против. Только не забудьте это сделать в полночь, обязательно посолить, произнести крекс, пекс, фекс, иначе конденсат не исчезнет. Ну и пару слов про мой погреб, который не я строил изначально. Габариты погреба внутри дома остаются неизменными, примерно 1,9 на 2,3 метра, за исключением появления приямков в центральной части для возможности стоять в полный рост. Старая плита перекрытия была демонтирована кувалдой и залита новая толщиной 10 см. Армирование выполнено частично новой и частично старой БУ арматурой диаметром от 18 до 36 мм с ячейкой 15 на 15 мм. Сверху плиты будет уложен слой 5 см экструдированного пенополистирола в качестве утеплителя и гидроизоляции. Бетонную плиту намеренно оставил во влажной среде погреба, хотя проще было бы пенополистирол расположить снизу бетона. Таким образом я сделал погреб более инертным сооружением как относительно температуры, так и относительно влаги. А еще я не люблю, когда корнеплоды вкушают элементы пенополистирола. Посему так, а не наоборот. Существующие стенки погреба уже слегка дугообразные от давления грунта. Прежний хозяин частично решал эту проблему бетонированием с армированием, но я еще планирую соорудить полку по периметру погреба. Эта полка будет упираться в противоположные стены и противостоять давлению грунта. Бетон готовил из цемента марки 500, мытого речного песка и гранитного щебня фракцией 5-20 мм в пропорции 1 к 2 к 3. Кстати, а не пора ли наконец вспомнить о назначении нашего помещения? Что случится летом со свежими овощами, если мы начнем подавать на них горячий и влажный воздух? Может, ну его? Летом классический погреб принято очищать от провизий, стены и потолок подводить известью, дезинфицировать помещение раствором марганца, окуривать серой и подготавливать все к приему нового урожая. Остатки корнеплодов к тому времени уже высажены в огороде, а все соленья съедены, ибо на грядках уже появились свежие овощи. А раз погреб в летний период теряет свою функциональность, то и нет особой нужды уповать на микротягу в его воздуховодах. Погреб всегда был только сезонным инструментом, позволяющим сохранить в течение определенного сезона свой урожай. Не больше и не меньше. Летом наши предки кушали свежие фрукты, овощи и посты соблюдали. Оно и понятно, какое мясо, если погреб не работает. А рыбу можно хоть каждый день, благо рыбачить можно было даже в нерест и без ограничений. Свинью на Пасху резали, наедались и запасы делали. Это как раз между зимними и летними постами получается. А осенью, когда снимали урожай и сил для работы много нужно, тоже кушать разрешали мясное. И тоже меж постами сие время приходилось. И хоть язычников уже давно как объявили профнепригодными, но их жизненные каноны сохранили. Правда, немного переименовали.
Судите сами. В дни весеннего и осеннего равноденствий по-прежнему разрешают есть мясо. А в дни летнего и зимнего солнцестояний продолжают соблюдать посты, потому как погреб обычно не выдает продукты в эти периоды. Всю эту информацию собрали в одну книжицу и распространили среди простого люда, чтобы человек знал, как рационально прожить больше отмеренных ему сезонов. А что за персонажи теперь стали героями в этой новой сказке, неважно. Главное, чтобы в голове информация о жизненном укладе отложилась. А у других религий свои сказки и четкие указания, основанные на суровом быте, но уже их климата. И так далее. Благодарю за внимание.